Привет, друзья! Я Саша, добро пожаловать на мой канал. Сегодня очередной простой, но очень вкусный рецепт, всесезонный. Будем делать кокосовый хлеб или кокосовую брioche, называйте как хотите. Это очень-очень вкусно. И действительно всесезонно, и летом тоже очень вкусно, особенно в виде такого слегка поджаренного тоста с чем-нибудь намазанным, чем-нибудь вкусным, каким-нибудь джемом, вареньем, конфитюром. Да и просто так это очень-очень вкусно, даже без тоста. В общем, как всегда, все просто, достаточно быстро. Следите за руками, поехали! В этом рецепте я использую кокосовое молоко. И вот тут можете поэкспериментировать и вместо кокосового использовать, например, миндальное, или овсяное, или кешью, или обычное, ну в смысле коровье молоко, тоже можно использовать, как вам больше нравится. Само собой, результат от этого немного изменится, будет другим. Но на то они эксперименты. Не бойтесь экспериментировать, в конце концов ничего страшного не получится, если вдруг не получится. Молоко прогреваем до теплого состояния, теплого, не горячего, ни в коем случае не горячего. Проще всего сделать это в микроволновке. Буквально несколько секунд и готово. В теплое молоко добавляем чайную ложку сахара из общего количества и засыпаем дрожжи. Хорошо перемешиваем, накрываем полотенцем и оставляем дрожжи просыпаться. На это потребуется минут 10. Просыпайтесь, дрожжи. И когда дрожжи проснутся, активируются, работаем дальше. Берем большую миску, чашу для смешивания. Засыпаем туда муку, делаем в середине небольшое углубление, вливаем туда кокосовое молоко с дрожжами, туда же сахар, оставшееся количество, и немного соли. И с помощью деревянной ложки или лопатки начинаем замешивать тесто. Когда все ингредиенты в чаше объединятся, можно подключать руки. И когда уже все соберется в такой один большой ком, добавляем масло. Масло я использую кокосовое, качественное, органическое. Можете, конечно, использовать какое-нибудь другое масло, но, во-первых, с кокосовым получается именно кокосово, а во-вторых, более нежно и ароматно. Масло я добавляю по частям, хорошо вмешиваю одну и добавляю следующую. И так в 3 шага. Хорошенько масло туда в тесто интегрируем. Когда все масло интегрируется, переносим тесто на столешницу и месим до гладкого эластичного состояния. Тесто получается очень нежное, податливое, не липнет к рукам и очень-очень ароматное получается тесто. Растягиваем, нежно поколачиваем и не забываем пританцовывать, помня, что так все получается еще вкуснее. Вот так вот тыкаете пальцем. Если тесто возвращается на исходную, значит готово. Собираем его в такой гладкий колобок. Складываем колобок в чашу. Вот такой аппетитный колобочек теста эластичного и гладкого. Убедитесь, что края чаши хорошо промаслены, что масло там осталось. Если все высохло, добавьте чуть-чуть, чтобы тесту было проще подниматься. Накрываем пищевой пленкой и ставим чашу в теплое место где-то на 1,5 часа. Тесто должно хорошо подняться, вырасти раза в 2,5-3. Как хорошо поднялось тесто. Как это вкусно пахнет. Обожаю запах дрожжевого теста. Аккуратно перекладываем тесто на столешницу. Делим на 2 примерно равные части. И каждую часть аккуратно руками растягиваем в такой прямоугольник. Ничего раскатывать не нужно. Просто тянем руками, пальчиками, приподнимаем, подтягиваем. Если бы вы только знали, как же это вкусно пахнет. Прямоугольники вовсе не обязательно должны быть ровными. Плюс-минус что-то похожее на прямоугольники. При этом они достаточно тонкие. Видите? У меня здесь сахар и корица. Смешиваю это прям вот так пальчиками. И посыпаю тесто сверху. Достаточно щедро посыпаю. При этом края теста, как видите, оставляю чистыми. И аккуратно сворачиваю прямоугольники в рулет. В рулеты или колбасени. Сразу складываем швом вниз
И второй прямоугольник точно так же. В рулет или колбасень. Необходимо хорошенько защипнуть края и скручиваем такой незамысловатой косичкой, стараясь сохранять шов внизу. Берем форму для кексов или для хлеба, щедро смазываем ее кокосовым маслом и аккуратно перекладываем косичку в форму. Вот так получается. И теперь накрываем форму полотенцем или пищевой пленкой и снова ставим в какое-нибудь теплое место подойти где-то минут на 30-40. Тем временем разогреваем духовку до 180 градусов Цельсия. Перед духовкой тесто сверху смазываем таким щедрым слоем кокосового молока. И вот теперь теперь нужно в духовку, уже разогретую до 180 градусов Цельсия, 360 Фаренгейта. Выпекаться все будет где-то 35 минут. Может быть, чуть меньше, может быть, чуть больше. Все должно хорошо подрумяниться, еще подняться. Следите, чтобы там ничего не сгорело. Если вдруг начинает подрумяниваться слишком активно и слишком быстро, слегка убавьте температуру в духовке. В общем, бдите там. Какая красота! Теперь хлебу бриоши нужно немного отдохнуть в форме, буквально несколько минут. Затем можно достать уже и переложить на какую-нибудь решетку, остывать. Чтобы проще было извлечь, вот так вот лопаточкой по краям пройдемся. Но дожидаться полного остывания просто преступление, потому что особенно... У меня там уже слюноотделение по полной программе заработало. Особенно хорош этот хлеб бриош в теплом виде. И даже когда полностью остынет, его можно слегка разогреть, потому что так он нежнее, вкуснее и ароматнее. Хлеб, бриош, неважно. Внутри это очень что-то нежное, очень слоистое. С таким просто невероятным ароматом. Здесь и кокос чувствуется очень-очень деликатно, и корица, само собой. Она добавляет какой-то такой праздничности, при этом это такая не рождественская праздничность, а вот прям вот даже летняя какая-то в сочетании с кокосом. Очень-очень вкусно пахнет. О май гад. И вот эта вот кокосовость, она... такая неявная, знаете, не в лоб, очень деликатная, но делает этот вкус каким-то невероятно оригинальным. Такой богатый, масляный такой мякиш. Очень-очень-очень вкусно. Там дегустационное бюро в саду сидит, работает. Пойдем за подтверждением. Дегустационное бюро. Пора поработать. Вот это я понимаю работа. Пахнет. Волшебно, прям пахнет сладко и вкусно. Прям слюни не могу текут. Ты посмотри. Ничего с закрытым ртом. С набитым. С открытым набитым. Ты посмотри, какая красота. Какие-то слои. И вот это вот корица, да? Корица. Волшебная. Он такой мягкий. Такой нежный. Я говорю, что он, может быть, это она. Они такие вкусные, мягкие слои. Нежные, сладкие. Какие-то прям обволакивающие. Всем срочно нужно. И мне еще один кусочек. Не могу остановиться. Мне тоже срочно нужен второй кусок. Сейчас, подождите. Список всех ингредиентов, как всегда, вы можете найти в описании под видео. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки, комментарии пишите, впечатлениями делитесь, идеи подкидывайте и подписывайтесь на канал, если этого еще не сделали. Всем желаю отличного летнего настроения, до скорой новой встречи и пока-пока.